Итак, всем доброго раннего утра. Дорогие друзья, я вообще говорю, что мужчина, из-за которого надо сражаться, этих сражений не стоит. Мужчина, который вас любит, никогда в жизни не позволит вам из-за него бороться или сражаться с другой женщиной. Я иногда получаю такие абсурдные смс о том, что вот он не помнит из-за порчи, с кем спал до утра, у него вся спина исцарапана. Ну, в общем, по его физиологии мы поняли, что у него было какое-то половое отношение с кем-то ночью. Но он говорит: убей, не помню, помогите снять эту порчу. Я объясняю женщине, что ее дурачат, что ее принимать за дуру. Потому что нет такой порчи, чтобы полностью память человека стерлась, просто убралась. Ну, можно, конечно, свалить на инопланетян и марсиан, но это немножко такая версия, наверное, не терпит критики, не выдерживает. Многие подобные женщины на меня обижаются. Многие из них меня обзывают иногда, отягощая свое положение, естественно. Если они рискуют это делать, значит, они реально глупые бабы. Мол, вот, зачем вы вот так говорите, вы не видите порчу явную, вы не видите явный приворот. Я говорила 100 раз, что приворотом уводят мужчин, которые уже склонны изменять. Потому как приворот действует только в том случае, если мужчина спал с этой женщиной. В остальном это может быть призыв, это может быть какое-то влечение, и мужчина иногда сам хочет с этим справиться и справляется. Но если она увела, значит, он уже изменил вам с ней. А значит, он уже изменник, он уже предатель. Я склонна думать, что такие мужчины, они неисправимые, они всю жизнь будут уходить. Можно его возвращать, снова он будет уходить и так далее. Вообще вот эти всякие ритуалы, гармонизация отношений, возврат мужей и так далее дают люди, которые рассчитывают на дур. Ну, просто на клиента. Знаете, самый ходовой товар – это привороты и прочее. Вот они на это делают акцент. Опытные практики, они никогда в жизни не позволят себе поощрять подобное. Они с неохотой берутся такие вещи делать, а иногда даже вообще дают и говорят: сама делай и все, если хочешь. Зачем возвращать того, кого судьба убрала из твоей жизни? Если судьба не считает нужным вам быть вместе, зачем его возвращать? Есть вторая категория дур, которые мне пишут: посмотрите на мужчину, как все бабы хотят, вот мне нужно расклад на мужика. 100 раз говорила, расклад и прочее, прочее. Я вам не гадалка с подворотни. Сидите, расклады кидать. На нервы действует эта тупость. Женщин, которые бегают по бабушкам, по гадалкам и так далее, они всю жизнь будут одиноки. Это знайте. Хотите меня слушайте, хотите нет, посмотрите на эти дешевые гадалки, на что делают в основном акцент. Придет он, не придет, любит меня, встречу ли я свою любовь в этом году, встречу ли я в этом месте, какая любовь меня ожидает в июне, какая любовь меня ожидает в августе. Моя ли судьба? Первый вариант, второй. Как можно по вариантам кидать столько народу и смотреть? У каждого человека своя судьба, у каждого своя суть, у каждого свое рождение, своя тайна в этом мире. Как можно в одну гребенку по 500 человек просто кинуть по вариантам? Ну, абсурд и тупость. Абсолютно ни о чем. Пальцем в небо. Вот так. В последнее время что-то не так у вас, в последнее время. То есть одно и то же, вот по одной и той же схеме эту хрень несут. И я вас еще раз предупреждаю, женщины, которые увлекаются гаданиями, ходьбой туда-сюда, они прогадывают свое будущее. Все время лезть в судьбу нельзя. Я людям говорила: пришли ко мне, узнали, что у вас. Убрали это, хорошо вам, жизнь поменялась, прелестно. Больше не трогайте это. Больше это не трогать, больше не лезьте в судьбу. Если у вас все хорошо, зачем вы провоцируете какие-нибудь силы, чтобы они все-таки оживились, активизировались и натворили бед?
Еще раз говорю и повторяюсь. Женщины, которые любят ходить и гадать туда-сюда, они всю жизнь будут одни. Они обречены быть одни. В старину от женщин, от девушек прятали карты, только после этого они выходили замуж. Чтобы они вообще никакие гадания, никакие предсказания вообще, чтобы близко не было. Только тогда они выходили замуж. Женщины, которые ходят по гадалкам всяким, которые там по сайтам сидят, шастают. Ой, погадайте мне туда-сюда все время. Я вам советую вот так следить несколько раз внимательно. Как только вы сели, посмотрели вот такие сеансы гадания, у вас дома ссора в этот день. Как только вы просмотрели, через несколько дней у вас какой-то убыток. Вы же ничем не платите за это. Вы лезете в потусторонний мир, даже если вам не говорят ничего умного, убедительного, все равно вы беспокоите эти силы, правда? Вы же ничем не платите. Вы же не даете денег. Вы сидите там, от нефиг делать. Вот первый вариант, второй вариант. Следите. Вот просто вот после этого будьте внимательны. После каждого вот этого, каждых посиделок на этих гадательных сайтах и сеансах у вас дома ссора. Всегда. У вас дома крики. Если у вас в жизни появился мужчина, вы начали ходить гадать, будет, не будет, по судьбе ли. Я 100 раз говорила, по судьбе, если ты любишь человека, он тебе по судьбе. Ты никакие гадания не будешь слушать. Тебе вообще весь мир станет, скажет, он тебе не по судьбе, ты на всех плюнешь и выйдешь за него замуж. Потому что ты его любишь, и ты чувствуешь, что это твой человек. А если у тебя есть сомнения, ты ходишь узнавать, как мне одна сказала, у меня вот 2 мужчин, 2 поклонников, скажите, который из них мне ближе по духу? Я говорю, если ты не знаешь, кто тебе близок по духу и кто тебе родной, как я могу чужой человек тебе сказать, вот это тебе близкий по духу? Ну, я хотела узнать по судьбе. По судьбе тот, кого ты любишь и без кого ты жизнь не представляешь. Вот дальше него ничего нету на земле. Покажите любую любящую женщину, которая ходит по гадалкам узнавать, а он мне по судьбе, стоит его любить или не стоит. Она любит и все, она ничего знать не желает. А вот это все, это говорит о том, что у вас нехватка любви, что у вас сомнений, что это не тот человек и прочее. Так вот, все бабы, любящие гадать, одиноки. Все бабы, которые ходят, шастают по этим форумам, как правило, дома постоянно у них конфликт после каждого такого сеанса. Пойдемте далее. Но поскольку я еще раз говорю, повторяюсь, что иногда я жалела людей, их наивность, их глупость, выдаю им работы для того, чтобы они не хотели и не платили всяким аферюгам, то возврат мужей, то еще что-нибудь. Жалею вас просто. Реально жалею вас, дур. И говорю, делайте для успокоения вашей души. Придет, дорогие женщины, придет, как и получается, все эти шепотки, все эти зазывы, которые я вам дала. Причем 1 000 000 штук дала. И самое омерзительное, когда я читаю, дайте нам какой-нибудь а вы дадите какой-нибудь приворот, вот это насчет мужика. Я сразу их посылаю на 3 буквы, потому что я такое быдло терпеть не могу. Извините. Дело не в них, дело во мне. Я просто быдло не люблю. Они-то нормальные быдло так, для себя живут. Но я их терпеть не могу. Во-первых, человек, который понятия не имеет, кто я, что я, хотя бы просмотреть мой канал, посмотреть, да, понять, с кем разговаривать. Когда мне звонят, а вот это, я вот ваш номер там это увидела, вот это в интернете, а как вас зовут? Я говорю, если вы даже понятия не имеете, как меня зовут, я просто хочу заплатить и прийти вот на помощь, для помощи. Я говорю, вы знаете, не знаете, как меня зовут, ты готова заплатить. Вот ты такая дура. Поэтому потом завтра пойдешь и скажешь, вот я там кому-то отдала, меня обманули. Да ты дура. Ты говоришь, я не знаю, как тебя зовут, но я готова тебе заплатить. Может, я не тот человек, за кого себя выдаю. Может, по ту сторону мой клон разговаривает с вами. Понимаете? В себе ищите вот эту свою тупость. В себе иногда. Так вот, дорогие друзья, он
вернется, как и получаются все эти шепотки, зазывы и прочее, прочее. Но готовы ли вы всю свою жизнь вытаскивать и вытягивать его из чужих постелей? Если вы готовы, если вас это как бы, вам не мешает жить, потому что иногда женщины пишут, он ушел с женой моего брата, мне сказали, на нем страшная порча, вот и так далее. Вы этим просто-напросто занимаетесь самообманом. Вы пытаетесь себя утешить, мол, на нем порча, поэтому он так подло и грязно, как мразь, просто лег в постель с нашей снохой. Понимаете? И я говорю, ну если даже я верну этого человека, ты готова с ним жить, спать, ты все забудешь. Ты будешь ему доверять в следующий раз? Мне кажется, с таким человеком ни к сестре не поедешь, ни к друзьям, если он лезет в кровать женщинам твоей семьи, я даже не знаю, куда уже... А где тогда грязь, если это нормально? Не знаю, объяснить не могу. Так вот, я говорю, ты готова его простить? Ну, это же порча, вот мне там ясновидящие какие-то сказали. Дорогие друзья, эти ясновидящие, в кавычках, будут говорить то, что вам приятно слышать. Понимаете? Вот теми и отличаются настоящие от аферюк, что они говорят горькую правду и пытаются удержать вас от глупых шагов. Но они будут говорить то, что тебе приятно. Они же видят, ты хочешь козла этого вернуть, поэтому они пытаются тебе понравиться. Да ты готов миллионы носить этой бабе и хвалить на весь мир, потому что она увидела эту страшную порчу, из-за которой он забыл, с кем спал. И вообще он просто на нем страшный приворот, поэтому он и не любит ребенка, и бьет, и пинает. На нем порча, а вот 5 секунд просто подумать, что это тварь последняя, что это живность, и от него надо уходить и презирать, и до конца жизни вообще забыть, и даже фамилию ребенка сменить, чтобы он знать не знал, от кого рожден, это вам в голову, конечно, не приходит. Потому что для того, чтобы такое в голову приходило, там должно быть серое вещество, а его просто нету. Не существует. Так вот, от соперниц. Я вам дарю этот ритуал. Я вам дарю, понимая, насколько вы слабые женщины, не напередок, извиняюсь, а просто слабые. Были бы напередок, вы бы не страдали из-за каждого козла. Слабые в умственном отношении, в духовном отношении слабые, незрелые личности. И жалко, что вы носите туда-сюда последние деньги в надежде этого козла вернуть. Вы можете насолить своей сопернице, вот это слово «насолить», вы можете ее наказать, если вы законная жена. Если вы любовница, ваш ритуал не получится. Вы должны быть законной женой, потому что печать ЗАГСе– это некий такой, знаете, ритуал соединения. Если вы законная жена, вы можете ей насолить. По крайней мере, они начнут ссориться, они начнут драться, он к тебе вернется. Как уже его удерживать, я не могу сказать. Уйдет, снова сделай, снова придет. Так всю жизнь его тащи сюда, за рога. Но, что я хочу вам сказать? Но, еще есть другое но. Этот ритуал можно сделать и на новую жену своего бывшего мужа, которая, например, настраивает его против его детей. Да? Можно сделать на женщину, с которой он уже живет, но эта женщина, скажем, не оставляет вас в покое, что-то там требует, да? Ты понимаешь, что она влияет на него. Вот тогда тоже можно делать. Уже не с целью его вернуть, а с целью насолить. Сделать так, чтобы он начал видеть ее плохие стороны. Потому что она будет болеть, потому что она будет нервничать, потому что она будет злиться. А мужчины вообще ужасно не любят любые проблемы. Им нужна беспроблемная жена, да, вот здоровая, как лошадь, значит, похотливая, как кобыла, и чтобы у нее все было хорошо, чтобы она ни на что не жаловалась, чтобы у нее нигде ничего не болело, чтобы она всегда была довольная, радостная, улыбчивая, чтобы с ним футбол смотрела, чтобы все деньги ему отдавала, и вообще, чтобы кофе в постель несла, когда он с любовницей лежит. Вот мужикам нужна такая вот идеальная жена. Если вы сможете такой быть, в жизни от вас никто не уйдет. Но еще таких женщин просто... есть, конечно. Встречаются такие редкие экземпляры.
но их очень мало, к счастью. Итак, вот хотите насолить ей, хотите вот это влияние пресечь, ослабить. Если постоянно будете делать, постоянно ослабите, а может и добьетесь развода, если честно. Хотите сделать больно той, которая сделала больно вам или делает больно, продолжает. Или хотите своего козлика вернуть обратно, например. Тоже мужчины не выдерживают. Самая главная цель ваша сделать так, чтобы она скандалила. Понимаете как? Когда любовница начинает скандалить, она становится женой. И мужчина ищет уже другой объект. Там, где есть здоровая кобыла, веселая, радостная, улыбчивая. Как говорится, никто тебя так не понимает, как женщина, которая хочет увести тебя из семьи. Так вот он очень быстро будет искать другую. И эту начнет бросать потихонечку. Первое. Значит, этот ритуал делится на 3 этапа, дорогие друзья. Во-первых, подготовьте 6 свечей. Обычные восковые свечи. Во-вторых, подготовьте соль. Вы должны будете 6 дней подряд это делать. Каждый раз свечи должны догореть. Потом их выносите, оставляете под деревом, оставляете 6 монет и молча уходите, ничего не говорите. Так вот, 6 дней подряд соль по 6 свечей. Кстати, сегодня мне свечи отправили, мне еще книги отправляют, очень уникальные книги 60-го года издания, которое просто русскоязычная книга, но она издана в Бразилии, есть еще книги в Англии изданные на русском языке. Спасибо большое. Мне все отправляют очень редкие вещи. Я все ценю. Я действительно ценю любой дар, мне без разницы, сколько и чего, оно все ценно, особенно книги. Особенно редкие книги, которых уже давно не издают. Там очень редкие вещи есть, аж средних веков. Так что большое спасибо. Вспомнила, заодно сказал. Значит, 6 свечей. Потом постарайтесь добыть ее фотографию. Найти. Если там фотография его и ее, еще лучше срежете и отдельно сожжете. Если ее фотография, можно только с ее фотографией сделать, дорогие друзья. Но если нету этой фотографии, слепите просто куклу из воска. Напишите карандашом или нацарапайте ножом на этой кукле имя этой женщины, а потом сожгите со словами. Сейчас я вам все объясню. Значит, первое. 12 ночи, ровно 12 ночи. Всех уложите или закройте, скажите, чтобы вам никто не мешал. Ровно в 12 ночи открывайте окно, берете соль и начинайте сыпать эту соль, кидать с окна. Не большими горстками, а чуть-чуть. Ничего страшного, даже если у вас высотка, потому что здесь это все растворяется в воздухе. Соль-то непонятно, не видно, не шумно. И говорите 6 раз, сыпая соль. Сыпаю соль. Не соль сыплю, а боль тебе дарю. Черт соль схватит, отнесет да тебе подарит. Страданием тебя одарит. Вода тебе уксусом станет, хлеб отравой. Наградить тебя черт позорной славой. Слезы соленые тебе, мучайся, страдай, тихо подыхай, чертям достанься, одна останься. 6 раз. Просто когда я переписываю, я со своих рук читать не могу. Еще раз. Сыплю соль. Не соль сыплю, а боль тебе дарю. Черт соль схватит, отнесет да тебе подарит. Страданием тебя одарит. Вода тебе уксусом станет, хлеб отравой. Наградит тебя черт позорной славой. Извиняюсь. Слезы соленые, мучайся, страдай, тихо подыхай. Чертям достанься, одна останься. Посыпали 6 раз всю эту соль. Пришли, сели, взяли 6 свечей. Эти свечи надо перевернуть и с обратной стороны сжигать. И говорить. Перевернуть почему? Потому что в заговоре есть слово перевернуть, поэтому и переворачиваем. Тут чернокнижие и прочее совершенно ни при чем. Перевернули 6 свечей, поставили и говорим. Черная церковь стояла до верх куполом.
Да поп в кафтане службу нес, да кафтан тот без дна, да колдун без ума. Твои имя, ноги, за моими ногами, все горе мое на голову тебе. Как та церковь перевернута, так и ты перевернись, да сгинь. Не свечи горят, а сердце твое горит, душа ноет, а разум завоет. Как свечи тают, так воля твоя над моим мужем имя растает, заклято. Опять же, читать 6 раз. Пока свеча горит, оставляйте эту свечу, она горит. Найдите какой-нибудь, вы должны поставить, точнее, заранее емкость. Возьмите ее фотографию. Если есть фотографию вдвоем, распечатайте, срежьте эту фотографию и сожгите на 6 вот этих свечах, на пламени 6 свечей. И при этом говорите, вот, значит, сожгли, кинули и говорите. Луна с солнцем не встречаются, так и их имена. Отныне не знаются. Вместе вам не бывать, вместе не жить, добра не наживать, вместе деток не качать. Разошлись вы, как солнце с луною. У каждого своя дорога, а мне вселенская сила подмога. Я скажу, а духи исполнят. Заклято. И сверху, пока фотография горит, снова просто читайте, даже если фотография сгорела. Если общая фотография, значит, срежьте эту общую фотографию, отдельно их на свечах, значит, держите, киньте туда, чтобы оно сгорело. Если ее фотография, значит, ее фотографию. Если нет фотографии, возьмите, сделайте восковую куклу. Да, обычную просто фигурку человека. И нацарапайте на этой кукле ее имя. Значит, зажгите эту восковую фигурку, киньте туда, и пусть она горит, а вы сверху 6 раз говорите. Даже если она сгорит, без разницы, вы должны 6 раз произносить. Еще раз говорю. Луна с солнцем не встречаются, так и имена отныне не знаются. Вместе вам не бывать, вместе не жить, добра не наживать, вместе деток не качать. Разошлись вы, как солнце с луною. У каждого своя дорога, а мне вселенская сила подмога. Я скажу, а духи исполнят. Заклято. Это все сделали, подождали, свечи догорели, эти огарки оставили, пошли, легли спать. На следующий день это все берете, 6 монет, оставляете под деревом, ничего не говоря, молча уходите. И так 6 дней кряду. Если он будет звонить, берите, разговаривайте, как ни в чем не бывало. Вы не звоните этому человеку. Если она будет звонить с угрозами, потому что бывает, что снятся вот это все, весь процесс им снится, они начнут бояться. Понимаете, как? Как говорится, знает кошка, чье мясо съела. Если у нее есть привычка ходить туда-сюда по бабкам, то она и вас будет подозревать. Каждый человек по себе судит, понимаете? Если человек сам наводит на всех порчу, тогда сидит и переживает, как бы на него не навели. Потому что для него это знакомо. То есть любой симптом, любую проблему воспринимает человек виноватый как начало его наказания. Иногда люди сами себя наказывают, когда слишком переживают за то, что сделали. Такое тоже бывает. Итак, вот этот ритуал 6 ночей кряду делаете, откупаетесь каждый раз и ждете. Там начнется такое, как говорится, родились, окрестились, а такого не видали. Да, проверено. Только сделайте все правильно. Со всей яростью, злостью, сколько у вас есть. И будьте добры, никому не звоните. Первое, не идите навстречу, ничего ему не говорите. Вообще никто ничего знать не должен. И здесь не пишите. Ой, я вот сделала 15 минут назад, сейчас посмотрим, получится или нет. Когда получится, тогда напишите. Заранее писать не нужно. По всей вероятности не получится, потому что магия любит тишину. Потом хвастайтесь. Вот я сделала, у меня получилось. Да, прекрасно. Но когда люди говорят, я вот 10 минут назад начитал на соперницу, вот я сейчас сижу, жду, получится или нет, как вы думаете? Я говорю, не могу гарантировать, что получится, потому что вы уже сболтнули. Вы отдали этим силам, доверьтесь им. Или не делайте ничего.
То есть одно или другое. Мой вам совет. Вот. Ну, пользуйтесь, девушки. Посмотрим, кто кого сделает. А мы будем ставки делать на вас. Всем удачи.